Вот она. Ух, вот такая. Во. Красавица. Во. Трусиха. Не бойся ты. Вот такая красавица. Какая большая собака. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про щенка по имени Гольди. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась с того, что как-то раз к воротам одной военной части подбросили щенка. Это не первый случай, когда собак подбрасывают военным, ну, наверное, думают, что типа в военной части есть столовка, как-нибудь прокормится. Щенка забрали солдаты на базу, хотя им не разрешается держать собак. О собаке я узнал от Ани, начальницы приюта. Она переслала мне сообщение, которое ребята прислали в приют. В сообщении была небольшая история и несколько фотографий. На фото был немаленький такой щенок среднего размера, ну такой щенок-подросток. Я знал, что в данный момент в приюте нет места. Ну, то есть абсолютно нет никакого свободного места. Это означает, что даже небольшой офис приюта отдан под какую-то собачку. В последнее время количество сообщений о бездомных собаках растет просто нереальными темпами. Раньше такого не было. После того, как я прочитал сообщение, у меня был единственный вопрос, что делать. Я спросил у Ани, может у нее есть передержка, ну хотя бы временная, хотя бы на несколько дней. Передержки нет, и места в приюте тоже нет, ну в принципе так, как я и думал. Все это происходило в пятницу. Завтра суббота, и в приюте день усыновления. Может быть, есть возможность, что завтра кого-то заберут и освободится место. Это был единственный вариант найти место и забрать собаку. Я подумал, вдруг случится чудо, и завтра кто-нибудь заберет щенка в новый дом. Еду сейчас за собакой. Военная часть находится далеко, очень далеко. Ничего практически там рядом особо близко нет. Я думаю, что это как раз из тех случаев, когда собаку просто привезли в военную часть, выпустили рядом. Ну, типа там же есть столовка, солдаты, наверное, накормят. А то, что там разная большая техника, которая может наехать на собаку, об этом никто не думает. Ну, просто выкинули и все. Еду сейчас забирать щенок-подросток. Судя по фотографиям, подросток, вроде девочка, не знаю, такая мохнатая. Ну, будет большая собака, судя по всему. Я, в общем, еду за этим несчастьем. За этим счастьем еду забирать собаку. Все будет хорошо. Я сказал ребятам, что приеду через пару часов и заберу собаку. Они такие, давай на следующей неделе. Я говорю, почему на следующей неделе? Мы меняемся на следующей неделе, пусть побудет еще с нами. Они так привыкли к собаке, что никто не хотел с ней расставаться сегодня. Я объяснил, что завтра в приюте день усыновления, и что такой день только раз в неделю, и может быть получится найти щенку завтра семью и новый дом. Они, конечно, огорчились, но я объяснил, что новый дом для нее намного важнее. В общем, мы договорились, что я приеду и заберу собаку сегодня. Дорога была не близкая. Я очень примерно знал, где находится эта база. Мы договорились, что я позвоню им, когда буду подъезжать. Ребята сказали, чтобы я позвонил, когда буду еще на трассе, потому что в их краях совсем нет связи. Точное место, где находится военная часть, было найти совсем непросто. Дорога через поля с развилками во все стороны. Телефон в тех краях совсем не работал. Несколько раз заезжал непонятно куда, разворачивался и возвращался. Когда я приехал к воротам базы, ко мне вышли трое ребят. За ними бежала собака. Один из них открыл ворота. Я очень бегло осмотрел собаку. На холке несколько крупных клещей и много мелких по всей собаке. Я спросил, чем они ее кормили. Ребята такие, ну что сами ели. Я говорю, понятно, армейскими шницелями. Ребята поулыбались. Я спросил, есть ли имя у щенка. Один из ребят говорит, мы звали ее Гольди. Я спросил, давно ли она у вас. Один из них говорит, почти 3 месяца. Я увидел, что другие немного смутились. Стали оправдываться. Мы искали ей дом, но у нас ничего не получилось. Мы пытались ее пристроить, но все было безуспешно. Я отнес собаку в машину и вернулся обратно. Я поблагодарил ребят за то, что они заботились о малышке. Я видел, что они очень привязались к щенку. Было видно грусть в глазах, когда я забирал собаку. Но все взрослые ребята и понимают, что так щенку будет лучше. Я пожелал ребятам легкой службы, и мы поехали обратно. Привет, хребенка. Все такое, все ты перепуганный такой, все такое перепуганное. Что такое? Что случилось? Все будет хорошо. Чудо природы.
Ребята молодцы, собака была не худая, она не боялась человека, она была готова жить в новом доме. Ребята даже научили ее нескольким простым командам. Конечно, она была немного грязная, но там у них полевые условия, поэтому ничего не поделать. Хотел бы затронуть еще один очень важный момент, с которым я сталкиваюсь постоянно. Если вы нашли щенка, и вы знаете на 100%, что вы не можете его себе оставить, вы должны приложить максимум усилия для того, чтобы найти ему дом, особенно в первые месяцы. Но в большинстве таких случаев получается все наоборот. Пока щенок маленький, никто не спешит. Ну, потому что он маленький, ну, ничего страшного, пусть еще поживет чуть-чуть. Начнем искать ему дом через неделю. Ну, или через месяц. Ну, пусть поиграется пока, ничего страшного. Проходит время, собака растет очень быстро. Вы должны понимать, что щенок растет с каждым днем. И с каждым днем все труднее и труднее будет найти ему дом. Просто потому, что все хотят маленьких собак. Маленького щенка пристроить гораздо проще, чем большую собаку, которая уже полгода или год. Поэтому вы должны понимать, что как бы вам не хотелось побыть еще с щенком, еще неделю, еще месяц, вы должны понимать, что вы делаете только хуже. Вы поиграетесь несколько месяцев, потом собака в лучшем случае попадет в приют. И будет сидеть там год, а может быть даже больше, и ждать своего человека. А маленького щенка можно было пристроить гораздо быстрее. Поэтому, пожалуйста, давайте будем ответственными за тех, кого мы забираем с улиц. Если вы нашли щенка, и вы знаете на 100%, что вы не можете его оставить себе, вы должны приложить максимум усилий, особенно в первое время. Максимум усилий для того, чтобы найти щенку новый дом. Помните об этом, это очень важно. Я сказал в начале видео, чтобы вы не переживали и что все закончилось хорошо. Щенка не забрали в первую неделю, на день усыновления, но через неделю она уже была в новом доме. Мы даже не успели сделать красивую фотосессию для того, чтобы начать искать ей новый дом. Огромное спасибо ребятам из приюта. Было бы очень хорошо, если бы все зверята, которые попадают в приют, через неделю уже были в своем доме. Гольди очень счастливая собака, ей очень повезло. Ее забрали очень хорошие ребята. У них очень долгое время была слепая собака, которую они долго лечили. Поэтому сейчас за щенка можно абсолютно не переживать. Щенок Гольди ведет себя в новом доме как армейская собака. Вот как она у ребят спала на полу на куртке, так и в новом доме продолжает. Ну, у нее возьмет время привыкнуть к новой обстановке. Ребята очень любят гулять, ходят с ней на море. Теперь за щенка можно не переживать. Она постепенно привыкнет к нормальной собачьей жизни. Хочу сказать огромное спасибо ребятам-солдатам, которые оберегали это ушатое чудо. Огромное спасибо ребятам из приюта, которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы найти для этих несчастных дом. Вот так закончилась еще одна история щенка по имени Гольди. Теперь за нее можно не переживать. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.